Одна из особенностей дня Аль-Джума заключается в том, что многие мусульмане в этот особенный день хотят порадовать и облегчить положение тех, кто по тем или иным жизненным обстоятельствам нуждается в материальной помощи. О положительной стороне благотворительности неоднократно говорится и в своде священного Корана, и в сунне достопочтимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Всевышний в Коране говорит: «О те, которые уверовали, делайте пожертвования из того, чем мы наделили вас до наступления дня, когда не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества, а неверующие являются беззаконниками». Передается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Всевышний, сказал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Каждый день, в который просыпаются рабы, с небес нисходят два ангела. Один из них говорит: Господи, возмести тому, кто раздает пожертвования, а второй говорит: Господи, погуби того, кто скупится». Стоит отметить, что при оказании материальной помощи будет лучше, если благотворитель сделает это тайно, так как скрытое благое деяние для верующего лучше, чем открытое. В священном Коране Всевышний говорит: «И если вы раздаете милостыню открыто, то это прекрасно, но если вы скрываете это и раздаете ее неимущим, то это еще лучше для вас. Он простит вам некоторые из ваших прегрешений. Аллах ведает о том, что вы совершаете». Ярким примером проявления небывалой щедрости и тайной благотворительности является история, произошедшая в наши дни в столице Таджикистана Душанбе. Об этой небывалой истории, произошедшей с многодетной матерью из столичного района Фирдавси, рассказала Азия Плюс в своем видеосюжете в начале марта. Тайный благотворитель по имени Солех, в народе его знают как человека, помогающего нуждающимся, который при этом не показывает лица, подарил двухкомнатную квартиру 38-летней Зарине, матери 5 детей, 3 из которых больны, у 2 из них ДЦП. Она же мечтала построить комнатку для своих детей в аварийном доме свекрови. В этом старом доме из 3 маленьких комнат, на стенах которых уже трещины, Зарина с детьми проживала со свекровью и заловкой, у которой тоже есть ребенок. В нем нет ни кухни, ни туалета. Многодетная мама готовила детям еду на улице в холоде. У детей не было возможности мыться хотя бы раз в неделю из-за отсутствия условий и тепла. Муж Зарины находится на заработках в России, однако, не имея там работы, не может помочь семье. Безработная женщина жила за счет пособий, получаемых на детей, и подработок в домах людей. В беседе с Азия Плюс Зарина сообщила о своей радости. Она уже 4-й день живет в уютной двухкомнатной квартире на 9-м километре столичного района Шох-Мансур. Женщина выразила благодарность всем, кто не остался равнодушен к ее истории. Зарина отметила, что иметь свой дом, где ее детки могли бы жить в нормальных условиях, было ее мечтой. А сегодня ей посчастливилось оказаться в сказке с хорошим концом. Она рассказала, что когда ей позвонили и попросили убрать в одной из квартир, она хотела отказаться, так как здоровье у нее уже слабое, но все же согласилась. После уборки меня позвали на улицу, чтобы занести ковер для зала. Я спустилась. Там внизу с ковром стоял этот молодой парень. Я даже не знала, что меня снимают. У них скрытая камера была. И после того, как мне сказали, что квартира, в которой я убралась, является моей, я не поверила. Даже несколько раз переспросила, не обманывают ли меня. Многодетная мать также отметила, что ранее знала о своем благодетеле, видела ролики, на которых он помогает нуждающимся, не показывая свое лицо зрителям. Зарина говорит, что по словам самого Салеха, вручившего ей ключи от квартиры, он впервые дарит жилье. Другим он помогал деньгами и продуктами, но история Зарины очень поразила его. Зарина с детьми уже обустроилась в новой квартире, теперь ей предстоит привести в порядок документы. Хвала Всевышнему, что среди наших современников есть очень щедрые и великодушные люди. Хвала Всевышнему, сохраняющему сунну достопочтимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и в наши дни. Да будут наши пожертвования искренними, щедрыми и тайными. Да будут наши щедрые проявления приняты Всевышним. Мира вам и вашим близким, милости Всевышнего и Его благословения.
приблизьтесь к милости и довольству Аллаха. Местная исламская религиозная организация Северо-Восточного административного округа города Москвы «Ихсан» и Центр исламской культуры и образования имени Шигабуддина Марджани приглашают всех желающих на курсы по основам ислама. Вы обретете новые знания и уникальную возможность получить ответы на все интересующие вопросы. Есть возможность раздельного обучения для мужчин и женщин. Более подробная информация на сайте ihsan.moskva, а также по указанным телефонам.